Некоторые политологи уже довольно уверенно говорят, что в России сложилась революционная ситуация, а другие также уверенно это отрицают и говорят, что у Путина все под контролем как никогда. При этом одни эту гипотетическую революционную ситуацию оценивают позитивно, а другие ждут хаоса, гражданской войны и распада государства. Над Россией то ли нависли тучи, нашу родину ждет еще одно испытание, то ли и не нависло ничего. Типа, граждане, не надо спекулировать, у нас стабильность, вечный Путин и война с НАТО. Коня на переправе менять не-не. Но главное, точный прогноз, какая и когда случится революция, да и будет ли вообще она, дать невозможно. Мы же понимаем, что революцию нельзя предсказать, потому что это одно из ее ключевых свойств, она случается внезапно. Но давайте попробуем разобраться в механизмах, которые ее запускают, с научной точки зрения. И для этого обсудим одну из теорий возникновения революции сегодня. Напомню быстро, что если вы из Лондона, Берлина или Праги, или Амстердама, Лимассола и еще нескольких городов, то я к вам скоро приеду. По ссылке в описании можно купить билеты на встречу со мной, и там интересный ивент будет. Все, начинаем. Начнем с определения. Вообще, по книжке революция — это насильственное свержение власти с массовой мобилизацией граждан. Цель революции — социальная справедливость и создание новых политических институтов. Весь этот движ никогда не возникает на пустом месте. Ему всегда предшествует революционная ситуация. И если момент, когда рванет, предсказать невозможно, то признаки революционной ситуации увидеть все же получается. Обычно в этом случае ученые говорят о неустойчивом равновесии в обществе. Представьте себе поверхность, покрытую углублениями и возвышенностями, и шарик, лежащий в центре одного из углублений. Поверхность иногда колеблется, и шарик в углублении движется из этих толчков. Но в целом положение шарика устойчиво. Он быстро возвращается в исходную ямку, и равновесие восстанавливается. Эта модель описывает состояние общества в устойчивом равновесии. Как это обычно выглядит в жизни? В стабильном обществе граждане занимаются экономической деятельностью и получают доход. Этого дохода достаточно и на потребности граждан, и на налоги, которые с них берет государство. Государство — это правитель и элиты, которые в целом удовлетворены количеством налогов. Элиты выступают посредниками между гражданами и правителем. Они организуют общественные, политические и экономические процессы. За это правитель вознаграждает элиты, и поэтому они поддерживают правителя. Вместе элиты и правитель защищают население от агрессии извне, от бандитов внутри, стараются не допустить голода и всячески способствуют благополучию граждан. Не по доброте душевной, а чтобы те могли спокойно работать, много зарабатывать и платить налоги правителю. Сплошное благолепие и золотой век. Все заинтересованы в статус-кво. Не так много требуется от правителей и элит, чтобы эта сказка была вечной. Но вернемся к нашей метафоре с шариком. Что случится, если поверхность потихоньку изменит конфигурацию? Если углубление, в котором лежит шарик, поднимется и станет возвышенностью? Шарик лежит на этом бугорке, и с виду его состояние покоя точно такое же, как когда он лежал в ямке. Но если случится еще один толчок, шарик сорвется с места, покатится и будет двигаться, пока в конце концов не остановится. Скорее всего, в новом углублении, в новом устойчивом равновесии. И никого не смущает, что шарик пережил уже 1000 толчков, пока лежал в углублении. И понятно, почему он укатился теперь. Потому что изменились условия. Но когда что-то такое происходит с обществом, люди страшно удивляются. Ведь было уже 100 акций протеста, и ничего. Режиму было от них ни тепло, ни холодно. А на 101 раз вдруг раз, и все как с цепи сорвались и кинулись свергать власть. В чем же дело? Ничего же не поменялось. А на самом деле еще как поменялось. Социологи отмечают признаки того, что социальный ландшафт вокруг метафорического шарика сейчас в России меняется. Таких признаков 5. Во-первых, начинаются экономические проблемы. Граждане беднеют, им все труднее платить достаточно налогов. Значит, правителю сложнее вознаграждать элиты, чтобы они продолжали сохранять лояльность. Особенно плоха ситуация для правителя, если граждане напрямую связывают ухудшение экономики с его действиями. Ну, например, он взял да и устроил агрессивную войну. Из-за этого случились санкции, потом национальная валюта упала вдвое, а потом цены в магазинах выросли. А если после этого правитель еще и налоги повышает, гражданам это от чего-то кажется совсем несправедливым. Второй признак перехода общества к неустойчивому равновесию – то, что элиты начинают искоса поглядывать на правителя и думать себе разное. И мы даже знаем, что именно они думают. Это мы слышали в телефонном разговоре, который публиковался Иосифа Пригожина и Фархата Ахметова. Типа что-то «это катастрофа, они всех хотят ко дну тащить, они проиграли кварталы 95». Ты все правильно говоришь, Фархат.
Третий признак – революционная мобилизация в обществе. Она может проявляться протестами, уличными акциями и прочей оппозиционной активностью. А может оставаться на уровне внутреннего недовольства, тихого бухтения под нос, когда многие ощущают несправедливость по отношению к ним лично. То есть люди могут быть недовольны не откровенной нищетой, а любым ухудшением социального положения. Особенно если это ухудшение – прямой результат государственной политики. Кто в этом виноват, понятно. Тот, например, кто войну развязал, кто мобилизацию устроил, из-за кого похоронки идут. Четвертый признак. В обществе появляется убедительный мотив сопротивления, который понятен и гражданам, и элитам. Это может быть идеология или религиозное движение, или просто нарратив борьбы с несправедливостью, который демонстрирует, как много жертв у режима и как режим нарушает права людей. В конце концов, после почти 2 лет войны многие россияне начинают думать, что мясные штурмы – это плохо, и 50 тысяч похоронок тоже плохо. А похватать мирных людей с улицы и отправить их под Бахмут не очень вяжется с правами человека. И есть еще 5-й фактор, который влияет на готовность общества к революции – благоприятная международная обстановка. Кому сочувствует соседнее государство – правителю или протестам против правителя? Мы совсем недавно видели, как революция может быть задавлена, потому что у диктатора была поддержка авторитарного соседа. Мы это видели в Беларуси. Но если ваш диктатор разозлил всех соседей, если ему во время автопробега с танками от Ростова до Москвы помощи просить неоткуда, то шансы на революцию растут. В обществе очень редко совпадают все 5 условий. Неустойчивое равновесие – не характерное состояние для социумов. Если совпадут 1-2 условия, это слишком мало для серьезных социальных сдвигов. Нужны все 5. И если ваш правитель доуправлялся до того, что собрал бинго, то сюрпризов можно ждать в любой момент. Теперь давайте поговорим о том, почему революции случаются внезапно. Почему потом, после революции, историки и социологи оглядываются назад и говорят: ну вот же, видите, очевидно же все было. Уровень тревожности после начала мобилизации резко пошел вверх, число бедных росло, элиты хотели вернуть все как было, поддержка президента падала. Все понятно. Но почему же никто и никогда не может ничего сказать заранее? Почему некоторые персонажи из окружения правителя рассуждают о сплочении вокруг президента, и за ними не приезжает скорая? Почему столь многим и внутри, и вне страны кажется, что все как раньше и всех все устраивает? Одного меня не устраивает, но куда я-то против всех, кажется людям. Это и есть парадокс революции. Экономические проблемы можно долгое время маскировать. Например, придумать такую хитрую формулу расчета инфляции, чтобы на бумаге все выглядело прилично. Можно в удачные моменты говорить, что рубль – самая сильная валюта в мире, а в менее удачное, что отслеживание курса доллара – это рудимент прошлого. Можно говорить о быстром экономическом росте, хотя этот рост не покрывает прошлогоднего падения. Можно гигантские вливания в войну представлять инвестициями в экономику и показывать рост ВВП. И тем, кто не особо вникает, будет казаться, что действительно есть еще порох в пороховницах. Что все налаживается, на военных заводах много заказов, хорошие зарплаты, а еще у соседей вон сын служил, и теперь они могут себе позволить, Ладу Гранту. Словом, развивается страна. С лояльностью элит сложнее, ее на глаз не определишь. Если взять любого чиновника или силовика, или просто знакомого с олигархом музыкального продюсера и спросить его напрямую: ну что, хочешь сменить национального лидера или пожить еще немного? То мало кто будет колебаться. Сразу скажут: я всей душой за президента СВО, а то, что я на днях по телефону Фархаду сказал, так это все происки врагов и коварные нейросети. Голос не мой, телефон не мой, боеприпасы не мои, с Фархадом я еще не знаком. И остальные представители элит будут сидеть с каменными лицами. Потому что никто не хочет однажды лететь в самолете, скажем, над Тверской областью, и вдруг обнаружить себя среди горящих обломков. Дальше тайные похороны, и останется от тебя только 2 гига мемов в интернете. Граждане тоже не станут демонстрировать недовольство, если в стране скоро за недостаточно восторженное выражение лица будут давать 15 суток. Ну или хотя бы штраф. Чтобы не дискредитировали тут свои кислые мины, кого не следует. По иностранным государствам иногда тоже заранее не поймешь, решат ли они вмешиваться и на чьей они стороне. Все хранят интригу, делают загадочный вид. Вот и получается, что до самого последнего момента большая часть общества отрицает и скрывает факторы неустойчивого равновесия, часто не признаваясь в этом даже самим себе. При этом полной картины не видит вообще никто. Ну, например,
Элиты понятия не имеют, что там думает народ. А часто вообще придумывают себе черти что. Типа там, что глубинный народ сейчас пойдет в поезд кланяться и голосовать, перекрестившись за нацлидера, и ничего с этим не сделаешь. А что там на самом деле в народе за настроение, никому типа неизвестно. А гражданам же непонятно, почему элиты до сих пор до нацлидера с табакеркой не добрались. Может, они и правда там все сплотились? И все их устраивает? Ну, потому что вон на выступлении Путина все сидели с нужными лицами, в нужных местах хлопали, одобрительно смеялись. Так может и правда, думают люди, все элиты устраивает, и война, и санкции, и изоляция. В этот момент, когда всем кажется, что всех остальных все устраивает, любые перемены кажутся делом безнадежным. Да какая революция, думают люди, и ложатся спать. И элиты тоже. А потом бац, и вдруг наступает час Х, и вот уже революционные массы идут захватывать почту, телеграф и телефон, а по телевизору «Лебединое озеро» транслируют. А все ютубы одновременно про то, что пора. Важно понимать, наличие условий для революции еще не значит, что она произойдет. Может, в какой-то момент правитель опомнится, начнет исправлять то, что натворил, реформу затеет, войну прекратит, денег раздаст. И если повезет, он может успеть разрядить ситуацию и вернуть общество в норму, умиротворить народ и элиты. Нюанс тут в том, что повести правителю может в очень ограниченное время. Если он возьмется исправлять ситуацию слишком поздно, когда неустойчивое равновесие уже слишком неустойчиво, сами его усилия могут послужить триггером и спровоцировать революцию. Реформу люди могут воспринять как запоздалую и недостаточную уступку, прекращение войны как поражение, а раздачу денег как оскорбительную подачку. Иногда достаточно даже небольшого непонимания, и лавину народного гнева будет уже не остановить. Что же чаще всего становится последней каплей, запускающей процесс революции? Вот несколько примеров, которые уже опробованы в деле. Революция может начаться с поражения в войне, с бунта или мятежа военных, с протестов против фальсификации выборов, с резкого скачка инфляции, да с чего угодно. Триггер — это не причина революции, это всего лишь повод, и порой он несоразмерен последствиям. Дальше события могут развиваться по-разному, но чаще всего они выглядят как эскалация небольшого события. Разогнали протестующих студентов, вышли тысячи в их поддержку, разогнали 1000, вышли сотни тысяч, а потом и миллионы, и их уже разогнать не сумели. Вскоре становится ясно, что режим слабеет, и элитам приходится делать выбор. Переходить на сторону протестующих становится модно, прогрессивно и вообще правильно. Власть теряет контроль над частью населения и, возможно, территорией. Если в этот момент правительству не удается вернуть контроль с помощью полиции и армии, если те переходят на сторону протестующих или хотя бы остаются в стороне, то старый режим будет демонтирован. На этом революция не закончится. Это только в учебнике истории она выглядит как 2 абзаца по 5 строк каждый. В реальности революции длятся от нескольких недель до нескольких месяцев. За это время определяются новые лидеры, и если они не добиваются успеха, то их сменяют еще более новые лидеры. Вся складывающаяся заново система власти в это время гибка и подвижна, и ее сравнительно легко изменить. За эти недели и месяцы происходит множество событий. Протесты, демонстрации, захваты правительственных зданий, побег за границу прежнего правителя и части элит или начало переговоров с ними об организации новых органов власти. Дальше обычно случаются выборы, формируется новое законное правительство, которое начинает восстанавливать норму. Люди уходят с площадей, отлипают от новостей, возвращаются к работе. Экономика снова начинает функционировать. После этого революцию в целом считают завершенной. Но остается еще множество вопросов. Война закончилась, но как теперь исправлять ее последствия? Что у нас теперь во внешней политике? Проводить ли иллюстрации? А свергнутых упырей куда? В Гаагу или себе оставим? Конституция у нас сломана, законы репрессивные, с ними что будем делать? Тут обычно начинается процесс размежевания тех, кто пришел к власти в результате революции. Люди, которых прежде объединяла борьба со старым режимом, понимают, что у них разные взгляды на будущее. Они начинают спорить между собой, и в обществе появляется нормальная, нереволюционная политика. Так будет ли революция в России? Как там? Вихри враждебные веют над нами или пока все стабильно и управляем? Парадокс революции и российская пропаганда уверенно заявляют, что все под контролем. Мол, 146% россиян яро поддерживают Путина и войну, а оставшиеся 2% ничего не значит. Даже противникам войны может казаться, что таковы факты, что мы своими глазами видим поддержку режима и невиданное единение в обществе.
Если довериться мнению российской пропаганды, если с теми же установками взглянуть не на Россию, а на другие страны, то знаете, где в ближайшее время по этой логике должна случиться революция? В США или во Франции? Вот уж где никакой консолидации общества нет. Вот где раскол, многотысячные протесты, мародерство, горящие автомобили и даже захваченные правительственные здания. Там социальные движения, борьба за власть, оппозиция конфликтуют с правительством. То есть видимые последствия этих конфликтов. А в России внешне все тихо. Пригожин вот мелькнул и канул в лету, и все снова замерло. Все как бы согласны и одобряют. Так работают демократия и диктатуры. Демократия каждый избирательный цикл разряжает накопленное социальное напряжение, позволяет случиться крошечной революции, сменить власть в рамках процедуры. Диктатура же бетонирует власть, выжигает политическое поле вокруг себя и создает впечатление устойчивости. Но происходит это за счет накопления внутренних противоречий, которые никак не могут разрешиться. В этом смысле политика вполне живет по физическим законам. Прорыв случается там, где накапливается предельное напряжение. Этим роликом я не призываю к революции, лишь констатирую, что в России собрался полный комплект факторов, которые определяют революционную ситуацию. При этом все мы понимаем, что революция отнюдь не лучший исход, потому что революции всегда непредсказуемы. Не только их начало и сам процесс, но и его результаты. Никто не гарантирует, что итогом революции станет демократия, что по ходу дела не случится большой крови. Но есть и повод для осторожного оптимизма. Ученые считают, что в обществах, которые уже знакомы с принципами демократического управления, революция чаще всего приводит именно к демократии. Особенно если отсутствует реальная угроза контрреволюции или гражданской войны. А у нас похоже, что все так. Так что это внушает надежду. До завтра. Приглашаем вас на живые выступления Максима Каца. Вы сможете увидеть закулисную жизнь канала и запись ежедневного ролика, а во время общения с залом сможете задать свой вопрос Максиму. Тель-Авив, Лондон, Берлин, Прага, Париж, Лимассол, Амстердам, Вена, Цюрих, Рига и Милан. Билеты на сайте maximkatz.com.